Спонсором выпуска не являются сухарики с самым сочным глутаматом от Авертон. Зачмари свой голод. Приветствую всех на канале про железо. Настало время самых актуальных тестов RTX 5080, которые я таки достал. И, конечно, уделим время глубокой аналитике, которая будет полезна даже тем, кто не планировал приобретение данной карты, чтобы иметь представление в принципе, что они получат в сравнении с младшими версиями, о ближайшем будущем и ситуации в целом. Но вначале хотелось бы подвести итоги бунта против сговора доктора СРУ. Из более чем 3500 посмотревших видео, только 42 человека подписали петицию с требованием возвращения конкуренции на рынке игровых видеокарт. Эти люди могут считать себя героями нашего времени, и я благодарю вас за содействие, но, к сожалению, люди, особенно фанаты AMD, любят неудобства в разных местах, поэтому персонально для них я проведу небольшой розыгрыш 3 декоративных наконечников для копья. Не беспокойтесь, они новые. Для получения приза нужно заполнить Google форму и доказать свою преданность доктору, максимально креативно ответив на 3 вопроса, какими видеокартами от AMD вы пользовались последние 5-10 лет. В качестве адреса доставки нужно указать ближайший удобный к вам пункт Озона, а также номер телефона, куда придет уведомление о прибытии. К участию принимаются только лица 18+, потому что наконечник копья, хоть и не полноценное оружие, но того требует законодательство. Или не требует. Я же устал находиться в роли газоопущенного дурака, который вначале ел говно на FX в надежде на потенциалы, особенно громко пропагандируемые с толкашом, гринпейпером и геймванами, собравшими на бесконечных срачах аудиторию. Но позднее оказалось, что эти пиздоболы топили за АМД, но сами пользовались процами от Intel, потому что они же не долбоебы. Это была задача для их подписчиков. Чем все кончилось, вы прекрасно знаете. FX бесславно распался на плесень и липовый мед. В первую очередь от ряда тупорылых технических решений, в том числе и на материнских платах, работавших на износ. Так продолжалось несколько лет, разные техногомики рекламировали AMD видеокарты, пользуясь NVIDIA с простой целью – создать вид, что они за народ, за конкуренцию и вообще еще немного, и удастся скинуть Хуанга с вершины Олимпа. Надо только немного потерпеть и поддержать конкурента в трудную минуту. Я же, топя за AMD, не поверите, но реально плотно пользовался AMD. Всеми RX 400, 500, кроме 590, Vega 56, 64, всей 5000, 6000, 7000 серии, кроме 7900 XT, и выпускал видео с их помощью, имея некоторые вопросы к качеству стримов, которые были исправлены в целом в OBS через H265. Но главное, удовлетворен работой Relive для записи игровых нарезок, чего не могу сказать о текущей уебанской работе Shadowplay, встроенного в NVIDIA App, которая, видимо, устраивает уже всех владельцев NVIDIA. Кстати, откуда пошла эта тема с работягами, которые пользуются AMD? Типа уязвимая аудитория, имеющая на железо маленькие бюджеты и выжимающая из него максимум, которого можно было достичь только на продуктах доктора. FX 6100 стоил 4000 с рук, i3 200 стоил те же 4, а материнки имели равные цены как на H61, так и на 760G от 2300 в DNS. При учете, что покупая H61 вы могли поставить любой процессор вплоть до i7, а на 760G вы могли разве что навернуть говна что с 400, что 6300, так как перегрев мостов и чипсетов у них был в принципе одинаковый. Думаю, не стоит напоминать, что владельцы младшего i3 комфортно скачивали все игры, а владельцы FX были вынуждены тушить жопы на материнках, сидя на куче просроченного динамита сломанным фреймтаймом. Когда мне довелось поиграть в ту же World of Картофель на стоковом i7 4770, я просто не поверил глазам, насколько движение камеры и танков может быть плавным. На тот момент у меня был 8320E. Один из лучших фикусов. Так вот, к чему это все? Часть потребителей назначили в жертву обратного маркетинга, где дерьмо, которое еще и далеко не всегда дешевле, им преподносилось как лучший вариант. И это в итоге помогло доктору довести до выхода серию Райзенов. И начиная с нее, AMD постепенно начала накручивать цены. Ладно, с процами одно дело. Там контора доктора СРУ захватила лидерство в том числе, и удалось уже побороть ту маркетинговую инерцию, когда массы продолжали топить за Intel, потому что надежнее и мощнее еще несколько лет после выхода Райзенов. А сейчас все чаще слышно, что лучше взять Рязань. Возвращаясь к прошлой теме, какую экспансию вела AMD на рынке процов и как она прикидывается слабой и отсталой на рынке видеокарт. Кстати, имея ноутбучный процессор с производительностью условного 14900K и встройкой уровня условный 4050. Но на дискретные видеокарты у них нет. Эх, ой, кремния, сил
памяти и десяток других отговорок. После этого любой человек с IQ выше 65 обязан был задуматься и возмутиться, какого хрена за счет него постоянно решают проблемы миллиардеры, а он это терпит. И в конце концов у меня терпение лопнуло. Теперь никому при прочих равных я не порекомендую продукцию доктора СРУ. Никогда не берите Radeon при близких ценах с ненавидией. По крайней мере до тех пор, пока те не изменят свою гнилую политику и подлое руководство. Короче, из более чем 30 разных мировых техноканалов на ютубе и более 10 из СНГ, ни один западный никак не ответил на мое предложение начать бунт, в связи с чем они теперь официально признаны дырявыми, и я от них отписался. Геймер Нехуй, Джаред Тек, Hardware Unboxed, Дербаир и ряд других потеряли как минимум одного своего подписчика, которого они не замечали, конечно. Что самое забавное, клоуны из Gamers Нехуй с Китом Харрингтоном, загостившегося у бабушки в деревне, позднее выпустили видео о заговоре NVIDIA, которое преследует цели перевести всех пользователей на облачные сервисы. Но заговора в AMD они упорно не замечают. Не иначе, как лицемерием подобную позицию назвать нельзя. В отличие от ряда моих доводов и уже свершившихся фактов, просто набор конспирологического бреда сумасшедшего с шапочкой из фольги, который, разумеется, имеет почву для размышлений. Да и мы все прекрасно знаем, что кожаный петух – петух. Однако он остается бредом без конкретики и чьих-либо признаний на допросе с пентаталом натрия. Заговора доктора СРУ же крупные каналы решили не замечать, потому что современная журналистика представляет из себя молодую проститутку, как и история, только та проститутка старая, которая поддакивает общепринятым мнениям и обсасывает одни и те же темы с одними и теми же фразами, без добавления собственных мыслей, которые у нее нет. Это удобно, безопасно и комфортно. А со стороны СНГ каналов хотелось бы отметить нескольких. Первым, конечно же, трехочкового техноблогера из Украины, борящегося с проклятой руснёй с дивана, но транслирующего свой говноконтент исключительно на английском языке. Он, кстати, прислал ответ буквально спустя полчаса. Суть, думаю, вам понятна. Омский техноказах с канала 313 ВРМ ответил голосовым сообщением, в котором не углублялся в вопрос, а просто констатировал факт. Видеокарты Radeon ему перестали быть интересны для личного использования, поэтому он приобрел 5070 Ti, так как альтернативы AMD не предоставила. Кто-то из представителей канала «Я так грешил» обещал рассмотреть тему, но вот уже прошло 3 месяца и тишина. Сир Викман решил поднять бабла, чтобы стали другими дела на стриме. Я, конечно, очень рад за него, но в любом случае он хотя бы запустил мой видос среди своих подписчиков, но как бывает у зумерков, все порофлили, но выводов никто не сделал. Кстати говоря, он один из любителей AMD. Если послушаете пару его видосов, то он довольно лестно отзывается о конторе и докторе СРУ. И в то же время открыто заявляет, что для себя видеокарты AMD никогда не купит, потому что они никому нахер не нужны. Это либо диссонанс, либо очередное лицемерие, нет? Ах да, я аж написал еще одному гению, Сергею Вильянову, который разобрал 9070 XT, присланную им на обзор, и намазал то самое криозотное месиво от обиженок из ижевской компании Steel. Тесты термопаст можете найти на канале, не буду повторяться. Думаю, комментарии излишни. Между прочим, 76 тысяч подписчиков у человека, живущего в своем мире иллюзий, где СССР, судя по всему, не распадался. И, разумеется, единственный техноканал в СНГ, который вызывает исключительное уважение и доверие, про хай-тек. Борода сделал вставку в своем видео, где по ведьмачьи сохранил нейтралитет и, тем не менее, со своей стороны информацию передал. Редактор же желтушного ресурса XBT, не путать с двумя придурками, это разные люди, несколько писем подряд требовал от меня каких-то финансовых отчетов, хотя я указывал на конкретные факты снижения популярности красных карт. А с какого хера я должен доставать эти отчеты и откуда, он ответить так и не смог. Почему желтушного? Я считаю подобные ресурсы вредительскими, потому что только последние журношлюхи будут разгонять панику еще сильнее во время кризиса, не пытаясь наоборот трезво взглянуть на ситуацию и предложить хоть какие-то идеи по выходу из нее со стороны обычного пользователя, для которого они типа и пишут эти статьи. AMD раскупили в Германии, AMD 5800X сейчас рвет все продажи. Но вот что за чушь? Я не беру миграционную ситуацию и говорю исключительно за немцев. Они, конечно, любят AMD больше
остальных, но они не идиоты, ведь буквально каждый знает, что 5800X это распиаренная херня для буратин, выпущенная для сбора сливок, до момента появления 5700X, обладающего буквально теми же характеристиками, но значительно выгоднее. И это сейчас, в 26 году, дорогой и бесполезный даже внутри АМ4, говнопроц на старом сокете сметают с полок за полную цену. Да, я поверил, а шо? Остальные так называемые техноканалы предлагаю считать исключительно безвольными, продажными и трусливыми додиками, не способными ни на какие серьезные поступки. Да, кто-то мог не увидеть письма, пропустить и тому подобное, можете им напомнить при желании, кстати, а то вдруг я зря на них наговариваю. Но даже статистика из посмотревших говорит о том, что я либо недостаточно харизматичный скулящий гнус, который, что бы ни заявлял, будет пропущен мимо ушей, либо мозг людей попросту затвердел, и они не могут признать очевидного, так как это нарушит их общепринятую картину мира, выведет из зоны комфорта и прочей хрени. И я предупреждал о том, что произойдет какое-нибудь говно в ближайшем будущем, но не ожидал, что оно окажется настолько серьезным и уже так скоро. А теперь, мои пассивные друзья, все мы будем разгребать последствия. Сейчас принято ссылаться на OpenAI, которая такая-сякая перекупила всю оперативку, нарушила баланс, из-за чего теперь даже DDR4 стоит сумасшедших денег. И с учетом всех нюансов, будучи чуть дешевле пятой, сборки на ней не выглядят привлекательно. Они одинаково неадекватны, причем цены нестабильны. Каждый магазин буквально назначает ее от фонаря. И это при том, что к весне старые запасы иссякнут и начнется полный трэш. Это получается в несколько раз они выросли со старыми запасами, так сказать. Прикольно. Но кажется, вы позабыли о маленьких событиях, предшествовавших этому так называемому кризису. AMD во главе с доктором Сру громче всех мелькало в новостях о заключении контрактов с этой OpenAI. А Nvidia вложила в нее больше всех денег в принципе. А потом представители кожаного чмыря доктора заявляют о том, что в связи с кризисом линейки 50 Super не выйдет, а красные карты также подорожают. Смекаете, к чему я клоню, да? Они изначально не планировали выход никаких линеек. Ведь только идиот поверит в то, что две корпорации закачивают бабки и ресурсы в компанию, которая потом создаст для них огромные проблемы. Ни на что не намекаю, но получается вы в это верите, а говорящие головы с Ютуба ретранслируют эту мантру, продолжая зомбировать оболваненный в очередной раз народ. Я снова склоняюсь к мысли о том, что это очередной наеб потребителей, к которому на этот раз подключили или немножко подтолкнули к этому, и производителей памяти. Хуянгу и Сру очень понравилась эпоха майнинга. Сверхприбыль измерялась миллиардами. А потом майнинг кончился, но аппетиты не знающих меру китайских торгашей остались прежними. «Папа, водка подорожала, это значит, что ты будешь меньше пить?» «Нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше есть». Никто не остановил безумие в прошлый раз, а те, кто мог, были куплены или настолько тупые и ленивы, что их даже подкупать не пришлось. Так почему бы не повторить аферу снова? В видео про Radeon 9070 я гундел, что AMD легко могла выпустить свой аналог флагмана в лице условной 9080 XT. И даже на стриме у Викмана нашлись люди, которые были готовы купить самую мощную карту от AMD. Потому что, 9070 XT объективно крепкий середняк, но не более. И им выбора не было предоставлено. Поэтому они перешли на 70 Ti и 80-ку. И, о чудо, слухи о том, что AMD планирует выпуск 9080 XT появились. Однако с нюансом. После выхода новой серии RTX от Nvidia, чтобы, как обычно, по старой доброй традиции выглядеть умственно отсталыми в глазах инвесторов и обычных геймеров. А изначально AMD создавалась Intel с целью перестать платить штрафы в антимонопольные службы или что-то такое. Чтобы типа был формальный конкурент. Ни на что не похоже сейчас. Нет? Сколько еще аргументов вам нужно? Ссаная встроенная графика AMD, которая по некоторым оценкам способна конкурировать с ноутбучной RTX 4050, не намекает на то, что на самом деле они могут гораздо больше. И как финальный штрих, вернемся к теме нашего видео. Я сделал некоторые записи 5070 Ti и 80. И сейчас, наконец-то, сделаем сравнение там, где можно. Процессор у меня на данный момент 7400F в связи с предыдущим видео про переходники. И да, он на ноутбучной памяти буквально в наихудшем из состояний, однако даже в таком виде ему не составит особых проблем в большинстве как-нибудь оптимизированных игр загрузить и работать текущий предтоп NVIDIA. А еще добавлю обновленные данные с RTX 5060, которые я по-прежнему считаю единственным на сегодня вариантом в магазинах до 30 тысяч рублей, что, конечно, ни разу не дешево, но и не 50. Если вы взяли 5070, 9070 в пределах 50, 70 Ti от 64,
а 5080 от 90. Вы, конечно, большие молодцы. Берегите видяхи и готовьтесь к глухой обороне, ведь враги объявили нам очередную войну. Сокровище краба ультра. Начнем сразу с квада. Контуженный 7400F уже не может нагрузить 70 Ti и 80 даже в кваде, но путем сложнейших математических вычислений в уме получаем 15%, преимущество старший, и в 4К оно остается примерно таким же. 9070 XT, которая почти 5070 Ti и даже быстрее у AMD дрочеров, на самом деле медленнее нее на 20-25% в зависимости от разрешения. Baldur's Gate 3 Ультра. В глаза снова бросается пропасть между 5060 и 5070. Нет, существование двух 5060 Ti ситуация не меняет, так как добавляет всего 10-15% к показателям 5060. А 16-гиговая Ti является, пожалуй, второй по невыгодности при пересчете в условный FPS на рубль, после 5090, разумеется. От Wukong я возьму конечные показатели без записи, в 1080p на минималках и реалистичных. Здесь можно выделить 70 Ti, которая ровно в 2 раза быстрее 60 и на 11-15% медленнее 5080. Клара 33 в активном поиске, детей нет. Записи 70 Ti я не сделал, просто похлопаю, ха-ха-ха-ха. 9070 Full HD и квади отстают от 5080 на 20 и 25%, с чем без труда справилась бы 9080 XT, которой поэтому и нет. Технодемка на ультрах в кваде Сурины 554 также намекает на перспективность карт AMD, так как текущие игры проектировались на более старых версиях. И тут обычная советская 9070 слегка быстрее 70 Ti и снова отстает от 5080 в пределах 20%. К сожалению, разработчик демки слишком важный курица, чтобы снизойти до ответа какому-то лоху с ютуба. Я спрашивал у него, какие плагины использовались и как можно объяснить столь хорошие показатели новых радионов, которые в реальных играх обычно те не выдают. Но одно можно сказать точно, он не топильщик за AMD, поэтому можно предположить, что если создавать игру без подыгрышей в сторону оптимизации под GeForce, радионы способны на хорошую производительность. Дом интернет, часть 1. Настоящий звездный час для RX 9070, который даже без прошивки в XT может выдавать шикарную производительность, эффективно конкурируя с 5070 Ti, в том числе и с лучами, но на разрешение до квада включительно. А отставание от 5080 в пределах всего 10% намекает на то, что прошивка в XT или оригинальная XT способна побороться и с предтоповой картой Nvidia. Забавно, что AMD фанатики, да и сама AMD не в курсе этого, потому что никто старый Doom на оригинальном IDTech 7 не проверял, а недавняя Индиана Джонс, созданная на том же движке, между прочим, модифицирована гомо-лучами так, что XT отстает от 5070 Ti уже на 20 и более процентов. Dying Light Beast высокие. Есть 3 ступени: низкие, средние и высокие. В расширенных можно сделать высокие еще более высокими, но по умолчанию в них зачем-то повышен рендер дальности со 100 до 140. То есть, если вы чувствуете нехватку феписов, покрутите этот ползунок, не портите изображение. Польский движок не видит ничего хорошего в красных картах, поэтому 9070 уступает даже 5070 во всех разрешениях. Отрыв от 5060 серьезно сократился. Мамка-генерал забирает вас домой, ультра настройки. Как же я не люблю педрильные порты консолеёбов на ПК, которые синхронизируются с разрешением монитора. Здесь очередная Урина 5 нещадно жрет ресурсы, в том числе и видеопамять. Поэтому в чистом 4К 5070 сильно уступает 16-гиговой Ti. Хоть и по загрузке этого не скажешь. 80-я быстрее Ti на 15, 20 и 18% в 3 разрешениях.
Kingdom Come 2 экспериментальный. Опция будто создана с подачи NVIDIA, чтобы провоцировать пользователя покупать более дорогую карту с большим объемом, так как в одном из видео мы подтвердили наличие проблемы с утечкой памяти для 8-гиговых карт. Так что предельно комфортными на любом разрешении для них станут только высокие настройки. К тому же кардинальных изменений в картинке не происходит. Но в данном случае выдавать хоть какой-то приемлемый FPS 5060 может разве что Full HD и Quad, да и то до момента с утечкой памяти при уходе в другой регион. Ложь Вовы, Зеленского, конечно. Ультра. Эта игра на удивление очень хорошо сохраняет баланс между качеством изображения и системными требованиями, так что состязания в ней между разными лагерями можно считать формальными. Пройти ее с комфортом можно даже на RX 560, не говоря уже о более современных видях. Рыжий из Готэма эпический. Смотрим на показатели, делаем выводы, а то я пишу текст вслепую. Альтеры Ультра. Еще один польский бенчмарк на Урине 5, который не очень комфортно идет разве что на текущих картах от Intel с B580 включительно. Возможно, ситуация изменится с выходом B770, если синие каким-то чудом не присоединятся к блокаде и выпустят ее за адекватные деньги. Проблевин Ультра с софтовой лучевиной. При остром желании изнасиловать свою видеокарту у вас не составит труда, выкрутив все на ультра без апскейлеров. Кстати, генерация сделана говенно. Думаю, на видеоряде заметна аномальная тень от меча, расположенная под углом. Также на любых настройках виден цифровой шум в движении вокруг меча. Autism Volt 2. Максимальный STSR. Новый бенчмарк для унижения современных видеокарт. Даже 5070 здесь не чувствует себя уверенно на чистых ультрах. Titan Quest 2 эпические. И снова Урина 5, и только ей доверяю я. Без апскейлеров нормальный человек в нее вряд ли станет играть из-за слабых показателей видеокарт. Истерзанные игроки 2 типа ультра. По праву считается самой худшей по графике игрой на Урине 5. И объяснить равенство 70 Ti с 80 я здесь не могу. Итак, какие выводы напрашиваются? Поначалу я считал 5070 Ti скучной картой, которая не выглядит интересной на фоне обычной 5070 или той же карты от AMD. Но, сравнив показатели в разных играх, все встает на свои места. Мои опасения по поводу 5080, к счастью, не оправдались. И предтоп все же быстрее TI в пределах 20%. Однако доплата составляет примерно 50%. А напомнить, почему, дорогие мои любители Доктора СРУ, не было ни одной причины не выпускать 9080 XT, потенциал которой уверенно ставил бы ее на один уровень с 5080, а местами возможно и повыше. Это бы подорвало кожаную гегемонию и вынудило как минимум продавать 5080 тысяч на 20-30 ниже. Закинь AMD мощностей на 25-30% больше по сравнению с 9070 XT. А что касаемо 5090, стоящей почти в 3 раза больше 5080, то и ей пришлось бы подвинуться, как понимаете, ведь уже все в курсе, в играх в ближайшие годы не потребуется объем памяти больше 16 гигабайт. Они нужны только в профзадачах и моделировании. Это уже совсем другая сфера, но Кожаный решил превратить серию Titan в универсальную карту и заодно пофармить на зажиточных геймерах, хотя у него и так имеется RTX 6000, которая дороже уже оверпрайснутой 5090 почти в 3 раза. И, конечно же, не забываем про дамоклову бутылку с дальнейшим фиктивным дефицитом. Есть вероятность, что начиная с весны мы начнем ощущать полный анал, и карты, начиная с 5070, пойдут в неуправляемый рост.
оставив маленькое окошко для дресни в виде 5060 Ti и 9060 XT на 16, производство которых также обещают либо урезать, либо прекратить вовсе. Примерные цифры производительности вы получили, соответственно теперь имеете полную картину, стоит ли та или иная карта тех денег, которые за нее хотят. И еще один момент. Кожаный все же совершил ошибку и теперь с ужасом думает, как из нее выбираться. А конкретно, появление генерации кадров. Именно генерация, вероятно, внесла решающий аргумент в пользу несуществования 10 и 12 гиговых 5060 или Ti. Тогда бы потребность в топовых решениях у большинства просто отпала. И вы уже догадываетесь почему. Почему их нет у AMD, хотя ранее прецеденты уже имелись. Также еще раз, уже сотый, говорят в пользу сговора с дядькой. Поначалу, конечно, она выглядела клоунадой, но сейчас ситуация серьезно изменилась, ведь если она доступна в игре, вы на полном серьезе можете достичь показателей старших карт. Да, нередко с некоторыми проблемами с артефактами, где их еще не исправили, но если взять условную 5060 или 5070 и включив генерацию, в играх, где она добавлена и проработана, конечно же, вы легко получаете показатели 5080 и в теории 5090, но без нее, то есть при желании у покупателя может возникнуть вопрос, а стоит ли доплачивать за топ 2-4-кратную стоимость более простой карты. И в то же время агония Radeonов, генерацию которую не починили в новом Думе до сих пор, со временем станет очевидной даже наглухо зомбированным. Какая разница, сколько FPS красная карта выдает в нативе, если я могу выкрутить настройки так, что не только догоню ее, но и значительно обойду, причем на в 2 раза более дешевой зеленой карте, если брать в расчет 5060 и 9070 XT, например. Ну и последний момент, наш любимый новый коннектор 12 Gay-Power. Вы точно слышали истории про пользователей, у которых оплавились контакты. Не особо умные ребята уже заявили, что те нубы и сами виноваты, что неправильно подсоединяли карту. Но посмотрите на это. Кабель, рассчитанный на питание до 600 Вт, имеет ту же самую толщину проводов, а сверху это что-то сопливый шнурок вообще. Голдовый блок питания, между прочим. То есть не подделка какая-то и тому подобное. У нас, конечно, в школе не было физики, но я все равно знаю, что чем меньше площадь контакта, тем больше нагрузка на него. А там изначально мелкие штырьки, которые повышают риски поломки, в отличие от классических 8-пинов. То есть общество схавало очередную аферу кожаного петуха, пропускная способность проводов не стала заметно выше, так как не увеличилась их толщина, и металл каким-то другим не стал, но площадь контактов сильно уменьшилась, а вдобавок собачка для подключения тоже стала меньше и не издает характерного щелчка. Она изначально не выглядит надежной, болтается и не входит свободно. Я проверял на разных блоках и разных видеокартах. Даже прилагая серьезные усилия, штекер изначально ставится не полностью, вытаскивается также с очень большим трудом, и нужно надавить еще сильнее, чтобы исчез зазор. Конечно же, большинство пользователей опасаются давить дальше, и это в итоге может привести к оплавлению. В случае с 4070, 5070 Ti ничего особого страшного не происходит, так как потребление карты составляет примерно до 250 Вт, с чем справились бы и обычные 2 по 8, как было всегда. Но когда речь идет о 4090 и 5090, где-то ДП переваливает за 400, там, конечно, неплотный контакт в изначально хлипких проводах может о себе дать знать. Как по мне, так гораздо безопаснее использовать комплектные переходники на 8 пинов и не перетыкать карту без острой необходимости, вынимая штекер, потому что есть стойкие подозрения, что уже на разе 10 все эти сопли и пины потеряют изначальную сцепку и начнут, соответственно, греться. Особенно актуально для каналов по железу и всяких сервисов, которые вынуждены это делать гораздо чаще. В будущем, уверен, проблем с ними станет гораздо больше, но всю вину, как обычно, представители подонка Хуянга переложат на пользователей. Так что делайте выводы, а я с вами ненадолго прощаюсь. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылки на поддержку и канал для стримов в описании.